Масштабные инфраструктурные начинания нередко служат не только локомотивами экономического развития, но и лакмусовой бумажкой, проявляющей геополитические амбиции и финансовое состояние государства. В нынешней Латвии такой лакмусовой бумажкой, вне всяких сомнений, выступает пресловутый проект Rail Baltica, который должен был окончательно встроить балтийские государства в транспортную сеть Западной Европы. Однако, как это повсеместно случается, грандиозные замыслы разбиваются о суровую действительность, а их воплощение вскрывает глубокие системные язвы, теснейшим образом сплетенные с деградацией традиционной железнодорожной отрасли в лице государственной компании «Латвийская железная дорога». Закономерно, что этот болезненный клубок из геополитических амбиций, финансовых просчетов и инфраструктурной стагнации не мог не привлечь внимание самого Скотта Риттера. В своей недавней публикации он проанализировал ситуацию не просто как локальный экономический кризис, а как наглядную демонстрацию последствий фатального разрыва экономических связей, выстраивавшихся десятилетиями в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Согласно мнению Риттера, зависший на Даугавый мост Rail Baltica и разъедаемые ржавчиной пути старой ЛЖД – это два символа одной и той же политики, загоняющие страну в безвыходный тупик. Представляем вашему вниманию ключевые выдержки из этого аналитического разбора, где скрупулезно вскрывается финансовая изнанка деградации ЛЖД и дается анализ ситуации со строительством Rail Baltica. Итак, на финансовом ландшафте Латвии случилась удручающая трансформация. Некогда могущественная и рентабельная латвийская железная дорога, ЛЖД, бывшая становым хребтом национальной экономики, деградировала до состояния структуры, обреченной на хроническую зависимость от государственных дотаций. В этом плачевном положении она теперь соседствует с другим, грандиозным и столь же прожорливым финансовым монстром – Rail Baltica. Как подмечает латышский публицист Арнис Клюйнес, складывается впечатление, что единственным активом реальной ценности, который остался у госкомпании, является ее уважаемое историческое имя, которое, судя по всему, будет использовано в качестве фигового листка для прикрытия миллиардов, бесследно растворяющихся в амбициозной стройке новой магистрали. Финансовый разрыв между поддержанием существующей железнодорожной сети и сооружением новой поистине ошеломляет. Если на сохранение инфраструктуры ЛЖД в работоспособном виде сегодня необходима ежегодная дотация в размере от 20 до 30 миллионов евро, то на претворение в жизнь проекта Rail Baltica ежегодно уходят сотни миллионов евро, создавая финансовую черную дыру несопоставимых масштабов. Свежайшие финансовые отчеты являются безмолвным, но оттого не менее красноречивым доказательством упадка. Годовой отчет ЛЖД за минувший год и показатели ее грузовой дочерней структуры ЛДЗ Cargo за первый квартал 2025 года являют собой картину стремительного коллапса грузовых перевозок. В 2024 году по путям проследовало всего 11,5 миллионов тонн грузов, что на 26,7% ниже, чем в предшествующем году. В первом квартале 2025 года негативная динамика лишь усугубилась. ЛДЗ Cargo рапортовала о транспортировке 1,7 миллионов тонн, что свидетельствует о падении на 33%, или на 835 тысяч тонн в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Такое катастрофическое пике заставляет предполагать, что при сохранении подобной динамики через несколько лет само понятие коммерческих железнодорожных грузовых перевозок в Латвии рискует стать достоянием истории. На этом удручающем фоне выглядит парадоксальным увеличение пассажиропотока на 13,5% до 19,5 миллионов поездок. Однако этот мнимый успех не должен вводить в заблуждение, поскольку он целиком и полностью оплачен государственными субсидиями перевозчику Passažieru Volnējas. Закономерным итогом коллапса грузовой базы стало сокращение оборота всего концерна ЛЖД на 11,3% до 233,7 миллионов евро в прошлом году. Финансовый итог – чистый убыток в размере 29,4 миллионов евро. Критически важно осознавать, что эта цифра – всего лишь баланс после того, как государство влило в компанию экстренную финансовую помощь. Без данной поддержки, которая официально именуется платежом для обеспечения финансового баланса, реальный убыток достиг бы колоссальной отметки в 58,8 миллиона евро. В прошлом году на затыкание бюджетных прорех ЛЖД
ЛЖД ушло 27 миллионов евро. Часть этих потерь, к счастью для государственной казны, пока что существует лишь на бумаге, будучи бухгалтерским продуктом амортизации, постепенного списания стоимости путей и оборудования, которые неумолимо поедаются ржавчиной. Реальными и ощутимыми тратами эти цифры стали бы в тот момент, если бы появилась потребность восстановить инфраструктуру до состояния, пригодного для пропуска прежних объемов грузов, которые в золотые годы ЛЖД достигали 60 миллионов тонн в год. В те времена требовалось содержать пути в безупречном состоянии и вкладывать колоссальные средства в сортировочные мощности. Показательным примером подобных вложений, чья осмысленность сегодня вызывает глубочайшие сомнения, является модернизация станции Шкиротава. 30 сентября 2011 года был анонсирован тендер на 30 миллионов евро для монтажа сложнейшей системы, которая заменяла труд 26 костыльщиков, рабочих вручную устанавливавших тормозные башмаки под колеса вагонов. Завершенный 9 марта 2016 года проект в конечном счете стоил 40,3 миллиона евро, причем более половины этой суммы было выделено из фондов ЕС. Из Берлина и Брюсселя данная инвестиция оказалась стратегически выверенной, однако в Риге ее дальновидность ставилась под сомнение еще до геополитических катаклизмов 2014 года. Несмотря на это, правительство и ЛЖД с упорством продолжали вливать деньги в инфраструктуру вплоть до 2020 года. Сегодня коэффициент полезного действия тех вложений едва ли дотягивает до 0,1. На фоне агонии старой железнодорожной системы новая Rail Baltica порождает собственные проблемы, мрачным монументом которому стал недостроенный мост через Даугаву. Его начальный этап окончен, строители установили 2 массивные опоры и перекрыли пролетами улицу Ластадиес и набережную. Однако наиболее впечатляющий элемент всей конструкции — 44-метровый пролет беспомощно повис над рекой, устремленный в пустоту. Мост возводится с применением метода балансирующих консолей, что дает нам возможность осуществлять работы без монтажа лесов со стороны Даугавы. Мы соорудили опору в русле реки, а затем последовательно с помощью специальной опалубочной системы бетонируем пролет в обе стороны, поддерживая идеальный баланс конструкции, поясняет технологический процесс представитель строительной компании Bererix Андис Линде. В настоящее время рабочие заканчивают стяжку консоли особыми сверхпрочными тросами, чтобы не допустить ее провисания под собственной массой. На этом точка. Дальнейшие работы остановлены в ожидании финансирования. Хотя Линда и заверяет, что гипотетические проседания на миллиметры или даже сантиметры не представляет опасности, сам факт заморозки столь символичного объекта является красноречивым диагнозом. На первую очередь уже израсходовано около 20 миллионов евро, а для окончания строительства моста необходимо еще ориентировочно 70 миллионов евро. Когда эти средства поступят, совершенно неясно, поскольку у проекта Rail Baltica имеются и другие срочные потребности, например, завершение центрального вокзала. Общий объем дополнительного финансирования, требуемого проекту только в текущем году, превышает 62 миллиона евро. Эта сумма разбивается на множество пунктов: 37,659 миллиона евро на строительные работы, 7,3 миллиона евро для совместного предприятия RB Rail, 6,761 миллиона евро для компании EDZL и еще 10,813 миллионов евро на строительный надзор и другие издержки, не покрываемые из фондов ЕС. Латвийские власти хранят гробовое молчание о том, будут ли изысканы эти деньги и из каких источников. В этой атмосфере полной неопределенности Министерство сообщения представило отчаянный план реструктуризации. Слить воедино убыточные дочерние компании ЛЗД и, что самое главное, понизить до статуса дочки ЛЗД государственную компанию Europes Gelse Líneas, которая как раз и несет ответственность за строительство Rail Baltica. Этот ход вызывает тягостные вопросы. Остались ли в штате ЛЗД инженеры и управленцы, способные вести проект подобной сложности? И что важнее всего, отыщет ли Латвия средства для инвестиций на порядке превосходящие все мыслимые затраты на поддержание существующей железной дороги? А пока ответов на эти вопросы нет, бетонная консоль моста так и продолжает безмолвно нависать над Даугавой, служа гнетущим памятником грандиозным амбициям, которые столкнулись с еще более грандиозными финансовыми реалиями.
Уважаемые наши зрители и слушатели, какова ваша персональная оценка того плачевного состояния, в котором сегодня пребывают проект Rail Baltica и Латвийская железная дорога? Согласны ли вы с теми безрадостными выводами, которые озвучивает Скотт Риттер? Особенно ценными для нас будут ваши наблюдения, если вы являетесь постоянным жителем Латвии. Если поднятая в этом материале тема представляется вам по-настоящему значимой, просим вас поддержать нас своей оценкой и непременно подписаться на канал. Мы и впредь будем готовить для вас острые и аналитические сюжеты. Благодарим за ваше внимание.